Ну и еще один вопрос от Андрея. Валерий Викторович, вы не отвечаете на неудобные вопросы. Это когда такое было? Поэтому всего один вопрос по концепции. Ответьте, ну, честно. Никогда не врал, ничего не придумывал, что бы там ни говорили те, кто это самое. Всегда только честно о всех вопросах. А если чего-то сейчас нельзя оглашать, так я прямо так и говорю. Кстати, по оглашению, вот на прошлом вопросе-ответе, я про Петрова и Баширова сказал, что главное, основное, то, что они там были. Значит, продолжение. Значит, помните, им говорили, что они заказывали какую-то проститутку. Так вот, появилась и проститутка. Не зря устроили такую шумиху вокруг некой Шапиро, которая отравила, или там вместе отравились стрихнином в ресторанчике. Ее лично там Путин травил. Дело вот в чем. Вот этот момент надо иметь в виду. Особенно в связи с процессом Брексита на внутренней британской основе. Она, работая проституткой, работала, вернее, родила от кого-то 2 детей. Так вот, что это означает? Ее через этот скандал полностью легализовали и кому-то что-то предъявили. Что предъявили, для нас вообще сейчас не играет никакой роли. Мы в данном случае находимся в театре. Смотрим и наслаждаемся. Обратите внимание на процессы, которые связаны с Шапиро. Это серьезнейший управленческий маневр. Смешки здесь неуместны. И воспользовались, это вот все один сценарий, и те, кто его прописали, Петрова, Баширова и вот эту проститутку, это все в одном сценарии. Так что люди умеют работать, не надо смеяться. Так вот, Андрей пишет, примеров толпоэлитарного устройства сообщества можно встретить множество. И в истории человечества, и в дикой природе, и в семье, в армии, в спорте, в политических партиях, в науке. Любой режиссер, директор завода, руководитель будет работать по методу толпа и элита. Невозможно сделать ни один проект, если нет главных и исполнителей. Это проверено на практике тысячелетиями. Неужели? А теперь приведите примеры в живой природе, в истории человечества, где ваша модель управления и устройство сообщества без толпоэлитарного подхода существовала бы эффективно. Или признайте, вы просто морочите своим адептам голову. Прежде всего, вся история человечества показывает неэффективной толпоэлитарной модели общества. И тот, кто начинает нарушать вот этот момент, слишком много для конкретной, тот субъект управления рушится. Посмотрите на все империи. Значит, о чем идет речь? У человека просто нет развлечения структурной пирамиды и иерархии отношений, когда действительно есть руководитель проекта и исполнители, директор завода и рабочий завода. Но это не элита и не толпа. Это подмена понятий. Это единый рабочий механизм. А теперь о чем я говорю? Вот если мы посмотрим вот на систему взаимовложенности в социальной организации, то мы увидим, что человек, который может расцениваться как толпа в одном смысле, вдруг является элитой в другом смысле. Рассматриваясь как толпа, скажем, он покупатель в магазине, он может быть являться каким-нибудь писателем, художником, композитором, музыкантом, то есть обладателем таких умений и навыков, которые другой аудитории, в том числе и директору завода, недоступны. И в этом отношении уже он элита, а он тогда толпа. Каждый человек уникален. Каждый человек имеет генетически обусловленный потенциал.
Задача общества построить такое общество, чтобы генетически обусловленный потенциал был человеком освоен полностью. А не было вот этого понятия, что всегда есть толпоэлитарная пирамида, и поэтому я родился королем и буду королем, хотя я ничего не умею управлять и привожу государство к краху. В каждой пирамиде, в любой пирамиде присутствуют люди, которые по своим умениям и навыкам в другой сфере являются лидерами на вершине пирамиды. И все эти пирамиды взаимовложены. И только нормальные человеческие антитолпоэлитарные отношения позволяют бесконфликтно использовать знания, умения и навыки по отношению друг к другу. То есть, чтобы хлебороб нормально выращивал хлеб, портной нормально шил одежду, фабрика по производству ткани ему эту одежду подавала, это тяжелая промышленность давала станки, чтобы можно было производить эти ткани. И так все это друг с другом увязано. И то, что основную рабочую силу веками держали во тьме безграмотности, было обусловлено технологиями применяемыми. Тогда можно было говорить, а это естественный порядок вещей, когда толпоэлитарное общество, вот вы быдло и все прочее. Вспомните, сколько государств погибло, когда к народу начинали относиться с запредельной жестокостью. Восстание, и где эти господа? Где те господа из Российской империи? А нас-то за что? Мы же это быдло-то, в общем-то, и не так уж сильно угнетали. Мы элита, без нас это как там, совдепия загнется. Суть белого проекта в чем? Россия не должна существовать ни в каком смысле, потому что вдруг оказалось, что те, кого считали быдлом, толпой, ни к чему не способными, сделали Россию, СССР супердержавой номер один во всем мире, лидером цивилизационного строительства. Они показали, что это вы, претендующие быть элитой, тормозили ее развитие. Это вы не жили сами по-человечески и не давали жить другим. Вас выкинула революция. Чумазый не сможет. Да, Чумазый не сможет. А Чумазый смог. Потому что толпоэлитарная структура общества, она неестественная. Сама организация общества, профессионализма в разных областях, она подразумевает уважение к другим. Антитолпоэлитарно. То, что там какой-нибудь элитарий, возомнивший о себе, плохо думает о человеке, который шьет ботинки, но пусть он босиком походит тогда. А то с какой стати у него презрение к человеку, который шьет обувь? Потому что он шьет так, что ты ее не можешь шить, но его труд-то полезный. А твой еще надо посмотреть. Как правило, все элиты, они паразиты на народном теле. И поэтому элиты всех стран и народов никогда не заинтересованы в благоденствии своего государства. Атака на наш самолет со стороны государства Израиль – реальный показатель. То есть Израилю захлебнется в крови, а им по барабану. Подумаешь, я буду о каком-то быдле думать. Я элита. Так что, если человек без шор взглянет на все предыдущие цивилизации, он увидит, что все они погибли именно в результате упорствования в толпоэлитаризме. Приведу такой пример. Есть такой мультфильм «Коля, Оля и Архимед». Очень интересный мультфильм. Вот посмотреть товарища, который задал вопрос, ему просто показательно будет. Ведь в Сиракузах
Архимед, он же не считался ничем. А что он был такой? Геометр, какие-то знания. А в мультике есть там генерал. Но это реальность. Талант Архимеда при всем его таланте в Сиракузах не приветствовался. Он был лишним. Больше ценился социальный статус. А он был из быдла, из толпы. Просто его навыки были необходимы в обществе, ну и его как бы терпели. А в Риме-то Архимеда оценили. И в Риме-то хотели, чтобы он живым был. И вот в Риме, где по своим умениям и навыкам любой раб мог стать вольноотпущенником и даже членом императорской фамилии, Иосиф Флавий, например. Римская империя рванула вперед в развитии. Итак, каждая следующая социальная государственная формация была вынуждена отказываться от отживших ступеней деградационной, толпоэлитарной структуры. И мы движемся к полностью антитолпоэлитарному обществу. И пример такого антитолпоэлитарного общества уже показал Советский Союз за 70 лет своего существования. Есть куда двигаться и как. И мы-то и двигаемся эволюционно на основе всей предыдущей истории. А все, кто утверждает о толпоэлитарной системе человеческих отношений, но они, в общем-то, их история ничего не учит. А, как говорил Ключевский, история не учительница, она ничему не учит, она только наказывает за невыученные уроки. Надзирательница, извините, оговорился. Она только наказывает за невыученные уроки. Так надо учить уроки сразу, тем более учебники есть. Есть работы внутреннего предиктора. Это прекрасные учебники. Это теория мощнейшая. Из них можно узнать, как управляются социальные сложные суперсистемы, как самому проводить управление, как защитить интересы своей семьи путем создания массовых статистик поведения. Но массовая статистика поведения, созданная снизу, она может быть только лишь на основе созидательного процесса. А скажут, а как же там, вот революции всякие, а вот бессмысленный бунт. Ну, посмотрите, что творится с митингами Навального. Посмотрите на Майдан. Сколько денег гробят на то, чтобы Майданы эти состоялись. Убери эту поддержку, и ничего не будет. А организовываются люди только лишь на созидательной основе, уважительной основе друг к другу. Только тогда люди готовы сотрудничать между собой. Поэтому, что я хочу сказать. Если вы хотите защитить интересы своей и своей семьи, учитесь и еще раз учитесь управлению настоящим образом. Читайте толстые книги внутреннего предиктора СССР, читайте аналитические записки, повышайте меру своего понимания процессов управления, защищайте интересы свои и своей семьи. Это последний вопрос. Мирного неба вам над головой. До следующих встреч. Счастья вам. До свидания.